Ну что, Сашка, рад, что уезжаешь от нас? И Сашка наклеил такие классные наклейки. Ну, кто из Беларуси, тот в курсах. Я считаю, лучший отель, в который нас заселяли за 3 командировки. Здесь есть своя кофемашина, эспрессо. Ну, как бы видно. Привилегия. Он на каждый шорох реагирует и думает, что это Сашка идет. Чупи, не хавкай! Чупи, Саши нету! Вот, стоит, ждет. Вот так и проходят наши дни. Благодаря нашей хорошей страховке на работе можно ходить к хорошим врачам, хорошей клинике. Он стрелки не хочет есть, а вот с рук ест. Приветульки, приветики! У нас, наверное, давно не начинался влог, Сашка, когда мы здороваемся. У нас обычно так как-то... У нас такой трохи бардак, как обычно. Как обычно. На самом деле мы собираем Сашу, ну тут вообще просто все раскидано. Плюс мы еще параллельно, как уже тепло на улице, мы параллельно складываем вещи, убираем зимние, куда-то прячем далеко. Ну что, Сашка, рад, что уезжаешь от нас? Нет. А в душе такой... Ну, я рад, что... Буду ходить по заведению. Я рад, что похожу, поем Да. где-нибудь. А мы не повстречаюсь с сказали, коллегами. куда ты едешь. Ну и что? Ну ладно, говори. Ну, к сожалению, всего лишь попозже в этот раз опять во Вроцлав. Ну, Вроцлав классно. Короче, Сашка едет в Но командировку я хочу на в Англию. неделю. Не, ну, возможно, и Ну, я поедете только еще что в Англию. получил карту побыта, поэтому рано было планировать Англию. Ну да. Не, ну я думаю, что все удастся и с Англией. Ну, короче, мы будем этот влог будет о том, как мы с Чупи будем скучать. Потому что Сашки не будет, но мы Как договорились, я что... буду скучать, будет отдельное видео, наверное. Сашка, ты будешь здесь скучать? Да. Конечно, будет. Как не скучать? Как по нам не скучать? Мы тут с Чупиком будем страдать, лежать. Я, короче, взяла неделю отпуска. Будем с Чупи... Тут куча дел надо нам доделать. С Чупиком сходить, скажем, возможно, еще раз к ветеринару, постричь Чупи. Мне надо сходить к врачу. Видите, сколько дел? За неделю всего лишь делать. Убрать дома, потому что... постоянно на работе, туда-сюда не успеваю даже нормально убрать, в том смысле, что шкафы перебрать, вот эти вот всякие дела поделать. Возможно, помыть окна, там, где достаю. Где не достаю, извините, буду грязно. Ну, еще пересадить цвет. Я хочу пересадить цвет. Ну, короче, Саша собрал уже чемодан, сейчас покажу. У нас есть вот такой чемодан маленький, мы его из Беларуси еще притащили. И Сашка наклеила такие классные наклейки. Ну, кто из Беларуси, тот в курсах. Саша, я сейчас только поняла, что мы даже этот купили чемодан в цвет Чупи. Мы даже не знали, что ты у нас так будешь. А уже в цвет тебя купили. Все у нас было шоколадное. Но, короче, кто из Беларуси, тот знает, что такие вандроки. А в России знает? Да. Ну кто из русскоязычной страны? Да. Как? Вандруки. Вандруки. Ванбруки. Сашка взял сердечко собаки, Чупика повесил. Это мозг, Сашка у нас мозг. Это обязательно. Ну и чемодан. Классно, вообще мне нравятся наклейки, короче. Ну и айфон. Это от айпада. Это от айпада давно, да, осталось. Ну что, добрался до вокзала, иду, подхожу уже к самому вокзалу. Сегодня уже выход какого-то нового для нас вокзала, Лодь-Хойный. Почему-то именно здесь останавливается поезд на Вроцлав. Еще видев, но туда далеко и неудобно добираться, поэтому я выбрал этот вокзал. Такой маленький, странный, буквально небольшое здание. Тоже не самое активное движение поездов, мало людей, но может даже и лучше. Еще минут 25 до отправления. Сейчас найду путь. И командировка начинается. Все, приехал во Вроцлав, 9:30 вечера. 15 минут идти до отеля. Во Вроцлаве мы уже были, снимали видео. Но вокзал тут, конечно, прикольно так выглядит, необычно. И по пути, возможно, еще пару гномов увижу, о которых мы тоже рассказывали. В общем, пойду. Мои все коллеги уже вроде должны быть на месте.
Ну и вот здесь торговый центр и наш отель совсем рядом. Здесь тоже буквально пару минут до центрального площади рынок. То есть расположение удобное, но до офиса, насколько я помню, не супер близко, но здесь свои плюсы. И сам отель вроде должен быть очень классный. Сейчас все покажу. Все, буду жить на 2-м этаже. Ищу свой номер 230. Отель должен быть такой один из самых солидных из тех, где нас оставляли. Ну, как бы видно. Привилегия. Попробуем. Ну, уже выглядит круто. Ну и, конечно же, рум-тур без него не считается. Номер классный. Тут какие-то шкафы сразу же. Зеркало. Ну и картина на всю стену. Классная кровать. Все чистенько, стильненько. Отдельный диван. Беспроводная зарядка, похоже. Ну, блин. Шикардос. Так-то. А вид, интересно, куда? Пока непонятно. Но в целом это что-то шикардосное, я считаю. Здесь есть своя кофемашина, эспрессо. Ну и ванная комната, я думаю, тоже будет вполне себе приличная. Ну, реально, это, я считаю, лучший отель, в который нас заселяли за 3 командировки. Уровень. Здесь в шкафу даже есть утюг и гладильная доска. Тапочки, халат, сейф. Ну, класс, класс. Повезло так повезло. Ну и небольшой еще обзор доступных штук. Да, здесь бесплатно доступна вода, 2 вида. 2 напитка, пепси и сок бесплатно. Чай. Ну и кофе я хочу сейчас протестировать. Эспрессо. Есть такая капсула. Декаф какой-то. Надо попробовать. Капсулу. Так, ну, чашка какая-то есть огромная. Допустим. Так, ну и, наверное, так вот делаем. Небольшая порция, ну это же типа двойной эспрессо, я так понимаю. Здесь 3 вида. Какой-то кози. И испирационное ристретто. И 2 капсулы арпеджио де кофеинато. Попробуем. Ну, довольно-таки неплохо. Я вообще эспрессо редко пью, но прикольный вкус. Почему бы нет? С таким видом. Сашки нету с нами, он в командировке уже 2-й день. И вот эта собака Ждунчик наш лежит, видите, в сторону двери и ждет уже 2-й день. Вот так вот лежит и ждет. И скучает. Немножко побегал и лежит. Скучунчик. Он думает, что он на каждый шорох реагирует и думает, что это Сашка идет. Ждет его. Он даже не подозревает, что ему еще ждать много дней. Вот все-таки какие собаки преданные. Вот я знала, что Чупи будет его ждать. Я была в этом уверена. Потому что они с Сашкой постоянно, целыми днями. Это я как бы ухожу на работу, и Чупи может. Ну, как бы он уже привык, что меня нету. Но я знала, что он будет очень скучать по Саше. И так и есть. Точнее, без Саши. Он так вот лежит, вот видно. Лежит и ждет. Ждут. Ну, и ничего не поделаешь на самом деле. Вот пока
Сашка не приедет, он не будет в ресурсе, так как говорится. Хатика, маленький хатика. О, слышите? Думаю, человек. Сашка идет. Кавка. Чупи, не хавкай. Чупи, Саши нету. Вот, стоит, ждет. Вот дверь. Да Чупи, это не Саша. Да Чупик, но не хавка, это не Саша. Вот так и проходят наши дни. О, опять возвращается. Да никто не идет. Ну там кто-то ходит, я слышу на коридоре. Я думаю, что идут к нам. Ключами трещат. Это не к нам, не гавкай. Ждет. Я думаю, у кого собаки, у всех так. У всех так происходит, у кого собаки. Все знают, что их собаки вот так вот ждут, когда они уходят. И наша собака не исключение. Пока Чупик там дома, я быстренько воспользовалась. У меня сегодня был врач. И благодаря нашей хорошей страховке на работе можно ходить к хорошим врачам, хорошей клинике. Спасибо очередной раз нашим шефам. Я оставила Чупи, быстренько сходила, то, что мне нужно, сделала. Все, я здорова, отлично. Знаете, в некоторых врачей я в Беларуси даже не ходила. Не знаю почему, просто не говорили. Но тут вот сходила, и слава богу, я здорова. Сказали все такие обследования проходить, ну, такие по-женски, не буду углубляться. Все такие обследования нужно проходить раз в год. В принципе, это правильно. Но я удивилась, я вышла с клиники. Я сейчас покажу, что я какую красоту увидела. Я просто не могла не заснять. Класс. Просто не могу. Не могу налюбоваться. Это что за дерево такое красивое, такого цвета. Прикольно, что Сашка снимает там немножко во влог. Он же во Вроцлаве сейчас. И у него такой красивый отель. Вроцлав вообще летом совершенно не такой, как он зимой, когда мы были. Я думаю, во Вроцлав нужно еще съездить. Блин, не могу смотреть, ребят, на зубы, на улыбку. Во-первых, они у меня потемнели. Ну, это из-за чая, понятное дело, из-за кофе. Ох, и просто они такие кривые. Завтрак в отеле. Тут, конечно, интересно, даже есть мясо. Огурцы соленые, всякие закусочки, салаты, кабаносы, колбаса, сыры, там фрукты дальше, горячие блюда. Тут разные фасоль, соус, овощи на гриле, яйца, панкейки. Из десертов есть такие даже большие кексы, какие-то хлеб, булочки, круассаны, слоеные что-то, чай, кофе, напитки, мюсли там дальше, ну, всякое такое. Были с Чупсиком у ветеринара, и заодно тут недалеко парк, решила зайти прогуляться. Значит, она сказала, что у него действительно сейчас опять заболел живот. И все это, скорее всего, из-за нас, потому что мы ему дали такую, знаете, утку. Знаете, вот помните, мы заказывали такие палочки мяса, утки. Но и мы ему дали, и с этого момента у него опять стал болеть живот. То есть диета, значит, диета, ни копейки ему нельзя ничего давать. Ну, зашли в парк, сейчас гуляем, тут такое озеро небольшое, и Чупи, да что делать, на качек охотится, в смысле, на уток охотится. Я не знаю. Эй, ничего не есть.
Но контролировать надо каждую секунду. Каждую секунду. Ну, в парке ему, конечно, прикольно, но из-за того, что у нас кобель не кастрированный, а сучек ходит так много, в смысле собак сучек, ходит так много, и он так хочет по-мужски, понимаете? И так сложно сейчас удается. А сейчас у них как будто вот самое время... Ой, самое время вот это вот показывать, что они готовы на все. Ой, я не могу. Ой, в парке я все-таки не люблю ходить с ним в парк, именно из-за того, что он не умеет нормально реагировать на собак. Хотя с друзьями... Он думает, что все собаки это друзья потенциальные. Ну и помимо того, что он хочет сучку, конечно. Блин, пока у него болит живот, пока мы не сделаем его тест на Аддисона, болезнь Аддисона, наш ветеринар сказал, что у него очень возможно есть болезнь Аддисона. И чтобы в этом убедиться, потому что у него очень часто болит живот, и чтобы в этом убедиться, мы должны сделать тест. Конечно, я бы не хотела, чтобы так было, но что, если так будет? Ну, она говорит, с этим жить можно. Блин, ужасно звучит. Но, конечно, ему нужно принимать будет постоянно какие-то таблетки, какие-то уколы и так далее. Но он еще плюс малой, конечно. Зато мы уже практически выучили ходить спокойно его. Но если он увидит, конечно, какую-то собаку, это вообще, это бесполезно. Что бы я ему ни говорила. Сейчас покажу озеро. Покажи, как я тебя научила не тянуть поводок. Я ему говорю, не тяни, он не тянет. Значит, вот такой, птица, это его слабое место. Полетела чайка. Интересно, как по-польски чайка? Я не знаю. Может, тоже чайка? Может, так и будет чайка. Ну, короче, вот такой-то. И вот сидит наш собакен и смотрит на уточек. Вообще, сегодня очень холодно. Вчера было так тепло, я была в одной майке. Сегодня прям холодно, замерзла. Но мы уже очень давно с Чупиком. Блин, я не могу. Там такая овчарка красивая лежит. Такая умная. Надеюсь, этот молодой человек не против, что мы снимаем его собаку. Посмотрите, какая она спокойно лежит, отдыхает. Без поводка, без всего. Но дрессировка на уровне макс. А этого... тоже сидеть спокойно, но только с поводком. Или он вот почему-то, когда мы гуляем, очень любит сидеть и смотреть на озеро. Собака умняка. Что-то думает, смотрит. Чупи, ну пойдем? Или еще посидишь? Как старый дед-пердед. Пойдем или еще посидишь? Чупи. О, птички. Смотрите, какие маленькие шишечки нашла. Как маленький чупсик. Что это за шишечки такие маленькие? Не знаю, от какого дерева. Получается, вот такое дерево. Короче, так много деревьев, я знаю. Какое это дерево? Пошли. Чупи. О, знаете, как я его учу? Как только он начинает тянуть, я его останавливаю, говорю, не тяни. Идем, спокойно идем. Давай, молодец. Идем. Молодец. Только не тяни. Ну и так, короче, его учу. Так, есть ничего нельзя. Вот так проходит даже прогулка, понимаете? Он еще маленький, конечно. Ему, он еще, у него стадия «я познаю мир». Но пани ветеринар, наша ветеринар, она сказала, что это нормально, потому что еще плюс куча запахов его неизученных. И он хочет все изучить. Плюс сейчас течка у разных классных собак. Пописнул, закопал. Ой, не, там вон собака идет. Не, идем, Чупи, идем. Пришли мы от ветеринара, гуляли мы, все, Чупи, конечно, не съел, дала ему все таблетки, что там поел, я еще не ела, хотя время уже 12 часов, я даже не завтракала, мы сразу пошли к ветеринару. Ну, короче, прихожу и захожу, и открываю дверь, и вот что я вижу, это роскошно. Как говорится, спасибо большое за надежность. Вы это видите? Упала шторина. Клей не выдержал. Ну, не клей, а вот эта липучка. Может, я сильно натянула? Трэш. Это держится, а это упало. Надо чинить теперь. Ну что, я починила.
Немножко криво повесила, но неважно. Главное, починила. Мастер-ла-мастер. Короче, не знаю, вот эти вот липучки, тут я ацетоном обезжиривала, вот эти вот липучки, они, конечно, не очень, потому что это уже второй раз отклеивается. Ням. Какашка какая-то. Вот это вот все нормально держится. А здесь, блин. Первый раз отклеилась та, теперь та держится, теперь отклеилась это. И еще вот это было отклеивалось. Короче, фигня какая-то. Я Чупик. Чупи так любит смотреть в окошко, ему прям идеально здесь. Чупи пока болеет, представляете, он вот так с тарелки не хочет, пока у него болит животик. Он с тарелки не хочет есть, а вот с рук ест. Удивительное животное. В тарелке стоит, и он не подходит. А так вот с руки вот я беру, вот в тарелке он не подходит. Вот я вот так беру и вот так вот ему даю. И с рук он ест. Что за удивительный песик? Ну, он маленький очень просто. Маленький, чувствительный ко всему. Плюс еще Сашки нет, у него какая-то депрессуха. Плюс ветеринар сказал, что у него в животе газы, и болит у него из-за этого животик. Вздутие такое. Но из-за этого он не хочет нормально есть. Но это такой специальный корм вот для таких животиков. Почему у него живот начал болеть? Но если честно, я думаю, что из-за того, что мы ему дали как такую вкусняшку, как награду, вот такую утку, и мы ему немного давали, и поняли, и увидели, что как-то странно он стал себя вести, перестал нормально кушать. Мне кажется, из-за этого. Плюс Сашка уехал в скором времени. И у него какая-то депрессуха началась. И вот он будет вот так вот есть, сколько съест. И вот сейчас, возможно, уже уйдет. Не съест. У него всего лишь тут так 40 грамм. Но он не съедает свои 40 грамм. Такие смешно, как печенюшки. Он так аккуратненько, такой вообще, так кусь, так даже не кусь, а так, не знаю, как очень мило с руки берет. Я чувствую такой сладкий такой язычок, такой мягенький язычок, такой сладенький, да? Ты моя любимая собака, заболевака. Ну, есть дальше. Хоть сколько должен. Он должен есть, потому что он съел лекарство, я ему дала. После лекарства он обязан поесть. Вон еще упала одна. Молодец. Хорошая собака. Еще будем? Тут собираюсь стирать. Хотела рассказать вот про эти салфетки. Очень классные. Есть разные фирмы. Мы взяли, выбрали. Короче, какие можно найти, такие круто. И мы всегда ими пользуемся. То есть они, получается, можно закидывать разного цвета вещи. Вот как тут нарисованы. Красный, желтый, зеленый, какие хочешь. И эти салфетки берут на себя цвет. То есть получается, что вы не закрасите даже белые вещи. Я уже пробовала, так стирала. Ничего не случается. Очень классные штуки. Пользуюсь ими. И, конечно же, советую. Нашу рекомендацию. Я, конечно, не пробовала, не рисковала на таких вещах. Знаете, как там белые брюки, белые майки. Нет, это такие белые носки, там труселя. Ну, что-то такое, знаете, что не так важно. На таком я пробовала. И как бы вещи... Ну, понятно, что они не белоснежно-белые, но они изначально не были белоснежно-белыми. Поэтому я как бы бросаю эту салфетку и спокойно себе стираю. Короче, вот так. Но если вы захотите там, чтобы белоснежные были вещи, конечно, лучше тогда все это стирать с белым. Не смешивать ни с чем. Я думаю, какие бы вы салфетки, сколько штук вы бы не положили. Если вы положите красную вещь и белоснежно-белую, и плюс салфетку, мне почему-то кажется, что что-то, какой-то оттенок может перенестись и на белую вещь. Поэтому внимательнее с этими делами.